Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. В сегодняшнем обзоре будет разбор компаний, которые находятся в секторе Industrials, промышленный сектор. Разберем две компании, сделаем плюсы и минусы каждой из компаний, сделаем выводы, сравним их между собой. К этому ролику я оставлю тайм-коды с описанием, вы можете переходить по ним и ознакомливаться с интересующими вас вопросами. В настоящее время 11 секторов находятся в индексе S&P 500. Это нефть и газ, сырьевой сектор, промышленный сектор, потребительские товары вторичной необходимости, потребительские товары первой необходимости, здравоохранение, финансовый сектор, информационные технологии, коммуникационные услуги, энергетика и недвижимость. Давайте поподробнее остановимся на секторе промышленности. Сектор промышленности представлен в индексе S&P 500 с объемным весом 14,5%. Это второй по величине сектор после информационных технологий. В моем портфеле сектор Industrials представлен компанией Lockheed Martin, и он у меня занимает 16% от общей массы портфеля. Это второй сектор по величине в моем портфеле после сектора информационных технологий. В сектор Industrials промышленные предприятия входят в три подгруппы. Это капитальные товары. Сюда входит аэрокосмическая промышленность, оборонная промышленность, строительные товары, машинное оборудование и так далее. Это коммерческие и профессиональные услуги, группа транспорт. Сюда входят авиаперевозки, логистика, авиакомпании. С подробным описанием каждого сектора, который находится в секторе индекса S&P 500, вы можете ознакомиться. Я оставлю ссылку на данный ресурс. В настоящее время, если мы сравниваем сектор Industrials с бенчмарком, то есть с индексом S&P 500, то в какой-то степени он напоминает нам этот индекс. Что отличает сектор Industrials? Это компании с маленькой капитализацией, это высокая волатильность этих компаний, которые находятся в этом секторе, и высокая бета-зависимость от колебаний самого индекса. Давайте взглянем теперь на то, как по итогу 2020 года чувствовал себя сектор Industrials. Он увеличился на 11% по итогам 2020 года. Наибольший рост показал информационный сектор, сектор IT-технологий, и наименьший рост в минус 33% показал сектор нефти и газа. Сегодня мы поговорим о компании Cintas, которая занимает 441 ранг в Fortune 500. Cintas предоставляет предприятиям в первую очередь в Северной Америке аренду униформы, средства по уходу за полом, туалетные принадлежности, средства первой помощи и средства безопасности, а также огнетушители. То есть компания оказывает аутсорсинговые профессиональные услуги. Cintas лидирует в отрасли по поставке программ униформы корпоративного стиля, входных ковриков и логотипов, принадлежностей для туалетов, рекламных продуктов, товаров и услуг для оказания первой помощи, безопасности и противопожарной защиты. У компании около 500 предприятий в Северной Америке, включая 5 производственных и 11 распределительных центров. То есть компания оказывает услуги по предоставлению униформы, огнестойкой одежды, одежды для рабочего персонала, для офисных сотрудников, услуги по уборки объектов промышленного назначения, по дезинфекции этих комнат и офисов, по оказанию первой помощи, по пожарной защите, по обучению, по таким вот мероприятиям и по уборке и гигиеническим решениям. Если посмотреть на ETF XLI, который включает в себя индустрию промышленных предприятий, компания Cintas занимает в нем 1%. Что касается именно услуг, коммерческих профессиональных услуг, то он занимает в данном ETF порядка 5%. Если мы сравним рост данного ETF с индексом S&P 500, то за период 20 лет ETF XLI опережает индекс на примерно 1%. Давайте теперь посмотрим на фотографию финансовых потоков и мультипликаторов компании Cintas. В настоящее время акции компании торгуются по цене $343. Мультипликатор основной стоимостной P на E равен 38. Это высокий показатель. Ожидается увеличение данного мультипликатора форвард на PE в сторону уменьшения, прошу прощения, до 34. Показатель цены к балансовой стоимости равен 10. Долги по отношению к капиталу примерно составляют 70%. Дивидендная доходность чуть менее 1%. Рентабельность активов высокая. Рентабельность собственного капитала также высокая. Payout ratio в районе 30%. Давайте теперь посмотрим на отрасль специальных бизнес-услуг. В данной отрасли представлено множество компаний. Здесь бы я выделил компанию UniFirst Corporation, которая примерно также конкурирует с компанией Cintas.
UniFirst Corporation предлагает рабочую форму и защитную спецодежду в США, Европе и Канаде. Компания работает в сегментах аренды и клининга, производства, проката и уборки специальных одежд в США и Канаде, а также оказания первой помощи. То есть бизнесы этих компаний, они схожи. Давайте в данном ролике сравним эти две компании и выделим конкурентные преимущества. Если мы взглянем на основной мультипликатор PE компании UniFirst, то она также примерно равняется, как и компания Cintas, то есть примерно 33-38 у этих двух компаний. Ожидается снижение данного мультипликатора PE в будущий период в 2021 году. По показателю P на S компания UniFirst смотрится значительно лучше компании Cintas, также и по мультипликатору PB, а мультипликатору цены к свободному денежному потоку здесь она находится в отрицательной зоне. По див-доходности обе компании платят дивиденды, но UniFirst их еще меньше платит, чем компания Cintas. По рентабельности активов собственного капитала обе компании различны между собой. По UniFirst рентабельность находится в отрицательной зоне. Что касается долговой нагрузки, то у компании UniFirst она нулевая. У компании Cintas примерно 60-70% собственного капитала, но это для нее не оказывают существенного влияния. Давайте теперь посмотрим на динамические показатели, как компании чувствовали себя в предыдущие года, в предыдущие десятилетия. По компании Cintas маржинальность в районе 14%, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала на достаточно высоком уровне. Рост выручки за последние 3 года составляет 10%, рост EPS составляет порядка 25%, как нам подсказывает сайт Guru Focus. В настоящее время акции компании перекуплены, то есть инвесторами заложены большие ожидания в части увеличения финансовых показателей прибыли на акцию в ближайшее время, год-два. Что касается прибыли и выручки, то она динамически растет. Также растут операционный свободный денежный поток, чистая прибыль также находится в восходящем тренде. По долговой нагрузке компания с легкостью берет на себя такие обязательства, и для нее не составляет большого труда с этими долгами рассчитываться. То есть мы видим с 2017 года снижение долговой нагрузки. Если мы посмотрим на квартальные показатели роста, то компания Cintas находится в неком боковом движении таких показателей, как выручка и чистая прибыль. Также боковое движение мы наблюдаем и по операционному денежному потоку, и свободному денежному потоку. Также и боковое движение по долговой нагрузке. Как мы уже отметили ранее, компания выплачивает дивиденды не столь существенные, порядка 1%. Но стоит отметить, что за последние 3 года компания ежегодно наращивает свои дивидендные выплаты порядка 24% из года в год. Также компания реализует программу обратного выкупа акций. Компания в настоящее время показывает $8,9 на акцию, и ожидается, что в последующие года, 2021-2022 год, компания будет из года в год увеличивать свои финансовые показатели прибыли на акцию порядка 5% ежегодно. Давайте теперь посмотрим на мультипликатор P на E. В настоящее время по компании Cintas он равен 38. Это высокий показатель по сравнению с ее историческими данными за последние 10 лет. Минимальное значение было в районе 14, максимальное 41, среднее было примерно 21. То есть в настоящее время примерно на 1,5-2 раза мультипликатор P на E выше среднего значения по компании. Также это значение выше среднего по отрасли. По мультипликатору P на B здесь мы видим также завышенный мультипликатор. В настоящее время он равен 10. То есть за $1 фактической балансовой стоимости компании мы платим $10, в 10 раз больше. Историческое значение по данному показателю равняется 5, то есть в 2 раза компания также по этому показателю перекуплена. Давайте теперь посмотрим на исторический рост EPS. Мы видим его восходящий тренд. Акции в обращении мы видим историческое снижение, то есть компания выкупает свои акции из рынка. Но по 2020 году компания несколько сделала доп. Эмиссию своих акций. По активам активы растут, обязательства также растут, и акционерный капитал также растет. То есть компания инвестирует в здания, сооружения, покупает оборудование, увеличивает свои производственные мощности, и это сказывается на увеличении ее финансовых потоков. По чистой маржинальности также идет восходящий тренд, растет выручка, растет чистая прибыль и растет чистая маржинальность. По рентабельности собственного капитала
мы видим также восходящий тренд. Давайте теперь посмотрим на динамический рост и изменение финансовых потоков в компанию UniFirst. Здесь мы видим совсем небольшую долговую нагрузку. Компания за последние 3 года увеличила свою выручку примерно на 7%, увеличила прибыль на акцию за последние 3 года на 27%, довольно-таки хорошие показатели. Растет чистая прибыль, растет выручка, операционный денежный поток и свободный денежный поток. Долгов у компании совсем практически нету. По прибыли на акцию компания ожидает увеличения прибыли на акцию на 2021 год в районе 10% от настоящих значений. Забегая вперед, хочется отметить, что данные значения она показывала в конце 2018 года. Давайте теперь сравним эти две компании. Рост EPS также мы видим у компании UniFirst. По активам у компании UniFirst также они растут, обязательства растут и акционерный капитал также растет. По чистой маржинальности мы видим растущий тренд. По рентабельности собственного капитала мы видим нисходящий тренд по компании UniFirst. Давайте теперь сравним две компании за 5 лет, как менялись ее котировки. По компании Cintas мы видим прирост по котировкам примерно 300%, по компании UniFirst 125%. Давайте теперь сравним див-доходность по компании Cintas, как мы отметили ранее. Она составляет 0,89% или $3 в год, payout ratio в районе 30%. Пятилетнее увеличение дивидендных выплат 21%. Увеличение див-выплат 9 лет. По компании UniFirst мы видим 0,44% див-выплат, payout ratio в районе 13%, пятилетнее увеличение див-выплат 46%. И увеличение дивидендных выплат 3 года. Компании выплачивали и ранее дивиденды, но по компании Cintas в 2010 году был такой переломный момент, когда она не увеличила свои дивиденды, а их сократила. Но тем не менее, она выплачивала дивиденды своим инвесторам. По компании UniFirst также мы видим, в 2017 году она не смогла увеличить свои дивиденды. Давайте теперь сравним две компании между собой. По компании Cintas и UniFirst. При условии, что мы бы реинвестировали дивиденды, то возвратный капитал по компании Cintas был бы на 3% выше в отношении компании UniFirst. То есть в этом отношении компания Cintas имеет более ростовую стратегию. Давайте теперь посмотрим на мнение аналитиков, что они думают по этим компаниям. По компании Cintas 9 аналитиков дали свои прогнозы на предстоящий год и консенсус прогноз покупать. Они выставляют свою среднюю цену роста $367. По компании UniFirst аналитики повысили свою целевую цену на фоне повышения прибыли. При этом прогнозируемая цена выросла на 19% до $235 США. Давайте теперь обратим внимание на расчет аналитиков Simply Wall Street в отношении справедливой стоимости акций компании Cintas. Они посчитали справедливую стоимость по компании Cintas $287, что на 13% меньше текущей стоимости акции. А теперь давайте посмотрим на график по компании Cintas. Компания находится в восходящем движении в настоящее время. У нее имеется уровень поддержки в районе $320 и она не так давно от него отскочила. Как мне кажется, справедливая стоимость компании находится в диапазоне $287–300. В настоящее время, конечно, она перекуплена. Справедливую стоимость на 2021 год я бы поставил в районе $368. Какие можно сделать выводы в отношении компании Cintas? В настоящее время компания перекуплена по стоимостному показателю в 1,5–2 раза. Высокая стоимость обусловлена большими ожиданиями со стороны инвесторов в части роста бизнеса, рост выручки, прибыли. Ожидается, что рост EPS и финансовых потоков будет в районе 5% в год до 2022 года. Далее ожидается некоторая стагнация в бизнесе при условии, что компания не будет расширять свою сферу влияния. Компания на протяжении последних 3 лет инвестирует в бизнес, покупает новые сооружения, оборудование, улучшает производственные мощности. Также хочется отметить высокий рост дивидендов. За последние 3 года ежегодный рост составил порядка 20%. По компании UniFirst, как мне кажется, компания действительно сейчас торгуется довольно-таки на высоких отметках своих исторических максимумах. И я поставил бы прогноз роста на 2021 год в районе $235. А справедливую стоимость, исходя из финансовых потоков, поставил бы $189. Какие выводы можно сделать в отношении компании UniFirst? В первую очередь, компания обладает маленькой капитализацией, имеет более высокую волатильность, перегрета по мультипликаторам. В настоящее время котировка находится на исторических максимумах. Цена за акцию не отображает существующее положение дел в компании.
ожидается увеличение прибыли на акцию по итогу 2021 года на 10%. Прибыль на акцию в 2021 году будет на уровне второго полугодия 2018 года. Следовательно, справедливая стоимость компании будет в районе $190. Такие выводы я сделал, исходя из анализа этих двух компаний. Друзья, на этом я данный ролик буду заканчивать. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите под этим роликом комментарии, какие бы разборы компаний вы хотели бы увидеть в следующих роликах. До скорых встреч, друзья! Всем удачи в инвестициях, пока!